Недавно поженившаяся пара внезапно оказывается ответственна за уход за парализованным младенцем и задается вопросом, справятся ли они с этим. Однажды, пока их 5-месячный ребенок спит, их собака Макс делает что-то настолько удивительное, что вызывает у них слезы и приводит их к мысли о чуде. Перед тем, как вы начнете смотреть, не забудьте поставить лайк и подписаться, чтобы не пропустить еще одну трогательную историю, подобную этой. И напишите в комментариях, откуда вы смотрите и какое сейчас время. Внезапно раздался звонок в дверь, разрушая тихий покой их послеполуденного отдыха своим настойчивым звуком. Майкл, сосредоточенно работавший за компьютером, сначала едва услышал его. В то же время его жена Сара, только что вернувшаяся с ночной смены медсестры и стремящаяся расслабиться в их уютном новом доме на Мейпл-стрит, не имела ни малейшего представления о том, что сейчас произойдет. После нескольких настойчивых звонков Майкл наконец оторвался от компьютера. Когда он открыл дверь, то увиденное полностью нарушило его обычный распорядок. Перед дверью стояла встревоженная молодая женщина, крепко держащая завернутого в ткань младенца. Ее растрепанный вид и отчаянная спешка в глазах ясно показывали, что их организованная и занятая жизнь скоро рухнет. Майкл был потрясен. Он не знал, кто эта женщина и откуда она взялась. Она выглядела измотанной и измученной, словно не спала и не ела несколько дней. Майкл почувствовал жалость к бедной женщине, но в первую очередь он хотел понять, почему она на его пороге. Часть его думала, что, возможно, женщине нужна еда, и он мог бы помочь, но то, что она сказала затем, оставило его безмолвным. «Пожалуйста», — умоляла она со слезами на лице, — «я больше не могу заботиться о нем. Он теперь твой». Майкл застыл, пытаясь понять, что говорит женщина. Младенец, крошечное создание, завернутое в старое голубое одеяло, издавал мягкое урчание. Женщина быстро всучила Майклу младенца, вручила ему помятое письмо и без слов быстрыми шагами ушла прочь. Все произошло так быстро, что Майкл не успел отреагировать. В течение нескольких минут он чувствовал себя немым и ошарашенным, смотря на дитя у себя на руках. Глаза ребенка были тихо и ласково закрыты майкой. Маленькое тельце было укутано в ткань. Он чувствовал крохотное дыхание, понимая, что младенец жив, и было ощущение, что все вокруг замерло. Потом он пришел в себя. «Подождите!» — крикнул Майкл, но было уже слишком поздно. Женщина уже спешила вдаль. Майкл подумал догнать ее, но она, казалось, повернула за угол и исчезла. Он не мог просто бежать по улицам за чужой женщиной, неся младенца. Сердце Майкла забилось сильнее. Он смотрел на спящего ребенка, чувствуя смущение и тревогу. Сара вскоре вернулась домой. Глаза ее стали широко открыты, когда она увидела мужа с младенцем у двери. «Майкл, что?» – подумала она. Первым ее мыслью было, не изменял ли ей Майкл, потому что какой еще может быть причина для наличия у него младенца? Но эта идея быстро исчезла. Она доверяла мужу и понимала, что у него обязательно есть разумное объяснение. Не говоря ни слова, Майкл протянул ей письмо. Они посмотрели на него вместе, лица их становились все более серьезными с каждой строчкой. В письме говорилось, что женщина, не способная больше заботиться о ребенке, считала его в безопасности у Харрисонов. Она выбрала их, потому что знала, что Сара – медсестра, способная дать малышу необходимую помощь. Женщина родила этого ребенка 3 месяца назад. У нее не было родственников, которые могли бы ей помочь, а отец ребенка ушел, узнав, что малышу парализовала нижнюю часть тела. Это не была ее ответственность, однако окружающие поступали так, будто она виновата в чем-то, словно наличие парализованного ребенка делало ее плохой. Стресс и неспособность больше справляться с потребностями младенца довели женщину до дна.
Сквозь слезы она написала, что ей нужно время, чтобы позаботиться о себе. Несмотря на сожаление по поводу ее выбора, она верила, что Майкл и Сара смогут дать ее ребенку особый уход и любовь, которые он так сильно нуждался. Она также упомянула, что видела Сару в больнице, когда та рожала, и благодаря тому, что Сара была доброй, решила передать ей ребенка. Вместе с письмом шел другой документ, предоставлявший Майклу и Саре юридическую опеку над ребенком, но она не приложила свидетельство о рождении, поэтому они не знали, кто она. Пара посмотрела друг на друга с ошеломленными выражениями лиц, затем снова прочитала письмо, чтобы убедиться, что все происходит реально. Когда они приняли, что это действительно их ситуация, природная заботливость Сары взяла верх. Она решила забрать младенца домой, ласково уговаривая его мягкими словами. Хотя они были потрясены и неуверенны, они инстинктивно поняли, что должны взять на себя ответственность. Будучи заботливыми и любящими, они никогда не позволили бы ребенку страдать. Этот малыш, теперь полностью одинокий, нуждался в них больше, чем кто-либо. Он был их неожиданным подарком, и они пообещали окружить его всей заботой и любовью, которые только могли. Со временем Харрисоны привыкли быть родителями. Они назвали младенца Бенджамин и сразу полюбили его. Вначале все было трудно. Бенджамин нуждался в быстрой медицинской помощи для проверки здоровья и наблюдения за его состоянием. Они не были уверены, помешает ли его паралич иметь нормальную жизнь. Сара взяла несколько недель отпуска, чтобы ухаживать за Бенджамином. К счастью, у нее было накоплено немного отпуска. И больница с пониманием отнеслась к декрету, так что это не стало проблемой. Пара почувствовала облегчение, когда выяснила, что паралич Бенджамина позволит ему жить полноценной жизнью. Да, он никогда не сможет использовать нижнюю часть тела, но все же может вырасти самостоятельным. Ночи без сна и постоянная смена подгузников стали их обычной рутиной. В течение нескольких дней заботы Сары и Майкл связались со своим юристом и объяснили ситуацию. Им нужна была консультация, что дальше делать. Юрист взял несколько дней и сообщил, что поскольку все попытки найти биологическую мать оказались безуспешными, они могут официально усыновить Бенджамина. Еще лучше – у них был подписанный документ от матери ребенка, что означало, что они могут продолжать, не сталкиваясь с оспариваниями. Сара, будучи сострадательной женщиной, согласилась на юридическое усыновление. Несмотря ни на что, она понимала женщину и ее обстоятельства, но все еще надеялась, что однажды она вернется, чтобы увидеть своего сына. Тем не менее, жизни нужно было продолжать. Пара и не подозревала, что судьба готовит для них еще одно чудо. Пока они справлялись с новой повседневной рутиной, в их доме произошло нечто неожиданное. Сара обнаружила в своем дворе на прохладном утре маленького растрепанного щенка, который дрожал. Его шерсть была спутана, и казалось, что он испуган и потерян. Не раздумывая, Сара подняла щенка и принесла его внутрь. Майкл сначала не был уверен и волновался по поводу новой ответственности, но сильная воля Сары убедила его. Они отвезли щенка к ветеринару. Ветеринар подтвердил, что щенок бездомный, без бирок. Помимо небольшой болезни, он был здоров. Однако Макс казался недоверчивым к другим людям, несмотря на их доброту. Макс проявлял осторожность, когда был рядом с людьми, любил быть с Сарой, но явно проявлял неприязнь к Майклу. Главная проблема заключалась в том, что щенок также тревожился, когда Сара была рядом с Бенджамином. Это было нехорошим признаком. Вначале Майкл хотел отдать Макса, потому что его поведение вызывало проблемы, и они не могли рисковать, чтобы малыш не пострадал. Однако через несколько дней Майкл взял Макса на раннюю прогулку, чтобы у них появилась возможность сблизиться.
В конце концов, щенок стал дружелюбнее с Майклом. Это заставило пару поверить, что со временем Макс тоже привыкнет к Бенджамину. Жизнь превратилась в бурное вихревое событие. Сара совмещала тяжелую работу в больнице с ночными подъемами и сменой подгузников. Майкл изменил график работы, чтобы быть дома больше времени. Пара боролась за баланс между работой, домашними обязанностями и уходом за Бенджамином и Максом. Макс был особенно требовательным, желая внимания, которого он никогда раньше не получал. В то же время Бенджамин нуждался в большем внимании, чтобы получать достаточно физических упражнений для нижней части тела. Родственники Сары и Майкла были очень благодарны, но у них были плотные графики, и они не могли помогать очень часто. Когда они приходили, Макс яростно лаял на них. Казалось, Макс очень защищал свою новую семью, показывая, что незнакомцы не рады видеть их в своей территории. Даже среди всей этой суеты внутри царила искренняя радость. Ободряющие смехи Бенджамина и веселое поведение Макса наполняли их дни светом. Их дом был наполнен любовью даже в самые загруженные периоды. Но трудности еще не закончились. Однажды вечером, после особенно утомительного дня, Сара заметила, что у Бенджамина высокая температура. Когда она не спадала спустя несколько часов, они панически отвезли его в больницу. Однако в этой кризисной ситуации был и луч надежды. После нескольких анализов врачи вернулись в ожидательную комнату с удивительной информацией. Они подтвердили, что у Бенджамина необычное состояние. Казалось, что это состояние временно парализовало его ноги, что означало возможность того, что он сможет снова ходить. Пара была в восторге. Что за чудо? К сожалению, доктор не мог точно сказать, когда это может произойти, но посоветовал оставаться позитивными и надеяться. Он также дал рекомендации, как правильно ухаживать за Бенджамином, поскольку он склонен к инфекциям. Сара рассказала, как они ухаживали за Бенджамином до этого. Врач был доволен и похвалил их. Потом назначили встречу через 2 месяца, надеясь, что за это время у пары появятся хорошие новости. Состояние Бенджамина требовало постоянного внимания и особого ухода. Сара и Майкл по очереди оставались дома, ухаживая за ним. Сердце болело, когда они видели, как их малыш испытывает трудности. Они крепко держались за надежду, что улучшение произойдет скоро. Заметив тревогу в их сердцах, Макс оставался рядом с Бенджамином. Его верная компания приносила утешение. Одним вечером, полностью уставший, Майкл задремал на диване, пока Сара делала дела. В комнате на столе лежал детский монитор, издававший тихие потрескивающие звуки, охранявшие колыбель Бенджамина. Макс отдыхал у ног Майкла. Его уши стояли прямо, он прислушивался к любым звукам. После того, как он проявил свою инициативу ранее, он стал очень близким с Бенджамином, и теперь они были практически неразлучны. Казалось, что Макс понимал, что Бенджамин нуждается в особом внимании, и выбрал стать его защитником. Внезапно тихий стук разбудил Макса. Он моментально побежал в комнату малыша, активировав свой защитный инстинкт. Младенец каким-то образом проскользнул между вертикальными прутьями кроватки, пока спал. Он опасно свисал с края кровати. Голова была почти касалась пола. Он находился в опасной позиции. Голова едва поддерживала тело. Это было очень опасно, потому что нижняя часть тела Бенджамина была парализована, и он не мог заползти обратно в кроватку. Его голова и шея не могли долго держать его вес. В любой момент он мог упасть полностью на пол. Из-за угла его тела такое падение могло быть смертельным. Что сделал затем щенок, было чудо. Казалось, он чувствовал всю срочность ситуации.
Подойдя к Бенджамину, он осторожно попытался толкнуть его носом обратно в кроватку, используя свое тело, чтобы защитить малыша от дальнейших повреждений. Услышав плач Макса, Майкл проснулся и поспешил в детскую. То, что он увидел, согрело его сердце. Он пришел как раз вовремя, чтобы увидеть, как Макс наконец толкнул тело Бенджамина обратно в кроватку. Майкл быстро приблизился к месту, где Макс охранял кроватку. Бенджамин лежал спокойно. Его маленькие пальчики крепко держали меховую шерсть щенка. В слезах Майкл понял, насколько глубокая связь между Максом и Бенджамином. Сара вернулась домой и обнаружила Майкла и Бенджамина спящих в детской, рядом свернувшись калачиком с Максом. Она тихо присоединилась к ним, чувствуя огромное благодарение за свою маленькую семью. Несмотря на все трудности, у них было друг друга, и это было самое важное. Дни превратились в недели, и здоровье Бенджамина постепенно улучшалось. Временная парализация исчезала, и он снова мог двигать ногами. Харрисоны были переполнены радостью, их сердца наполнялись надеждой на будущее. Управлять работой, быть родителями и ухаживать за Максом становилось проще, поскольку они нашли свой ритм. Бенджамин продолжал расти, его смех и счастливые выражения лица делали их дни ярче. Макс оставался надежным другом, всегда рядом с Бенджамином. Однажды ярким днем вся семья собралась во дворе на пикник. Бенджамин, теперь активный малыш, бегал за Максом по газону, его смех наполнял воздух. Сара и Майкл наблюдали со счастливыми лицами. Их сердца переполнялись радостью. Тогда они поняли, что событие, которое привело Бенджамина в их жизнь, на самом деле оказалось скрытым благословением. Они стали семьей, связанной любовью и укрепленной трудностями, которые прошли вместе. Но еще одно удивление ждало их впереди. Спустя несколько дней раздался звонок в дверь. Макс быстро выбежал навстречу вместе с Бенджамином, радостно топая следом. Майкл, самый близкий, подошел и открыл дверь. Цвет исчез с его лица, когда он увидел, кто стоял за дверью. Это была биологическая мать Бенджамина. Майкл сразу позвал Сару. Когда она увидела выражение лица мужа и женщину у порога, она поняла, кто это. Из ее глаз покатились слезы. Она смотрела на женщину. Сердце ее было разбито, потому что ей казалось, что женщина пришла забрать Бенджамина обратно. Сара отступила в сторону, чтобы пропустить женщину и ее спутника внутрь, не задумываясь ни на миг. Но женщина не попыталась войти. Вместо этого она протянула Майклу документы и, как и раньше, быстро ушла. Естественно, в руке у нее был тот же самый писем. Она, Дженнифер, писала, что получила ту помощь, которая ей была нужна, и теперь она здорова умственно. Она снова извинилась за содеянное и пожелала паре всего счастья и любви, которых они заслуживают. Также она упомянула, что полностью посвятила себя своей новой жизни и решила завершить эту главу своей жизни. Сара подумала, что слова Дженниферка могли показаться ей немного эгоистичными, но она не стала ее ругать. Пережить все то ненависть, которую она испытывала, будучи матерью, вероятно, оставила у нее травму. Сара хотела бы сказать, что Бенджамин больше не парализован, но возможность уже упущена. Она тихо улыбнулась, понимая, что собирается рассказать Майклу еще одну радостную новость. Она беременна, и срок 8 недель – еще одна чудесная новость, которая должна войти в их маленькую семью. Об этом они думали о будущем и поняли, что, несмотря ни на что, все будет хорошо, ведь они справятся вместе. Опыт научил их важности силы, любви и крепких семейных связей. Они ценили каждый момент с Бенджамином, благодарили за его здоровье и радость. Макс продолжал оставаться важной частью их жизни. Его веселый нрав и верность всегда приносили счастье. Связь между Максом и Бенджамином стала еще крепче. Дружба, которая должна продлиться вечно.
Полные надежды и благодарности, они шагали вперед навстречу новым событиям и возможностям, готовые принять все, что судьба им подготовит. Вам понравилась эта история? Если бы вы оказались на их месте, доверили бы вы инстинкту собаки защищать малыша? Да или нет? Напишите в комментариях ниже. Если вам понравилась эта история, подпишитесь на этот канал и поставьте лайк. Спасибо большое за внимание. Увидимся в следующем видео. Хорошего вам дня!